Разобьем 5 яиц, отделив белки от желтков. Делайте это осторожно, чтобы ни капля желтка не попала в белок. Яйца для бисквита лучше использовать комнатной температуры. Добавим к белкам щепотку соли и 10 граммов ванильного сахара. Забьем миксером, вначале на невысокой скорости до легкой пены. Затем, увеличив скорость до максимальной, введем несколько подходов 190 граммов сахара. Взбивайте до средних пиков, не нужно до слишком плотного состояния. Далее введем яичные желтки и перемешаем. Добавим несколько подходов просеянную муку 190 граммов. По желанию можете добавить 1 чайную ложку разрыхлителя, но классический бисквит готовят без него. Перемешивать муку нужно аккуратными движениями снизу вверх, так чтобы тесто не осело. Готовое тесто выльем в форму, простеленную пергаментной бумагой. Размер моей формы 20 сантиметров. Пройдемся деревянной палочкой по тесту, делая круговые движения. Это нужно для того, чтобы удалить крупные пузырьки воздуха и равномерно распределить тесто по форме. Выпекать мы будем при температуре 170 градусов Цельсия 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухой. Пройдемся ножом по краю формы. Достанем бисквит. Вот такой он получился красивый. Снимем бумагу и дадим ему остыть. Если бисквит завернуть в пленку и выдержать в холодильнике от 6 до 12 часов, его будет легче нарезать на слои. Приготовим крем. В кастрюлю, желательно с толстым дном, разобьем 2 яйца. Добавим 120 граммов сахара, 30 граммов муки и 30 граммов кукурузного крахмала. Перемешаем. И введем 600 мл натурального йогурта или 10% сметаны. На среднем огне при постоянном помешивании доведем до кипения. Снимем с огня, перельем в чистую сухую миску. Накроем пленкой в контакт и охладим. Приготовим ягодный слой. Понадобится 200 граммов любых ягод. Добавим к ним немного сахара. У меня примерно 100 граммов. На среднем огне доведем до кипения. Проварим несколько минут. Кто хочет, может добавить 1 чайную ложку крахмала. Ягоды измельчите блендером или протрите через сито. Накроем пленкой и охладим. Заварная основа остыла. Добавим к ней 200 граммов маскарпоне. Друзья, маскарпоне можете заменить на сливочное масло. Вначале мягкое масло взбейте до пышного состояния, а затем частями добавьте к нему заварную основу комнатной температуры. Ну и немного ванильного аромата. Бисквит отстоялся.
Он простоял у меня ночь в холодильнике. Разрежем его на 4 коржа. Чтобы придать крему нежного сиреневого оттенка, я добавила немного ягодного сиропа, протертого через сито. Соберем торт. Каждый слой пропитаем легким сахарным сиропом, в который можете добавить 2-3 столовые ложки любого ликера или коньяка. Далее слой крема. Ягодная начинка. И еще немного крема. Так как ягоды сильно пигментированные, таким образом мы избежим окрашивания бисквита. И так слой за слоем. Готовый торт нужно поставить в холодильник для стабилизации. Приготовим крем для покрытия торта. Взобьем 100 граммов мягкого сливочного масла. Добавим немного сахарной пудры и 200 граммов сливочного сыра. Сначала покроем торт тонким слоем крема. Это так называемая крошечная обмазка. Этот слой будет удерживать крошки. Далее нанесем основной слой крема и разгладим его шпателем. При помощи кондитерской насадки украсим торт. И в центр выложим ягоды. Ягоды придают свежесть и аромат, идеально сочетаясь с кремом и бисквитом. Это очень нежный, изысканный и вкусный торт с тонкой кислинкой и ароматом свежего лимона. К тому же готовится он несложно из доступных ингредиентов. Начнем с приготовления лимонного бисквита. Бисквит я люблю готовить именно таким способом. Это быстро и результат гарантирован. Отделим белки от желтков. Старайтесь сделать это аккуратно, чтобы ни капля желтка не попала в белок. К яичным белкам добавим щепотку соли и взобьем до легкой пышной пены. Добавим 80 граммов сахара. Лучше это делать в 2-3 подхода. Следите за тем, чтобы сахар полностью растворился. Взбивать нужно до мягких, но устойчивых пиков. По одному введем яичные желтки.
и 90 граммов просеянной муки. Муку нужно вводить частями, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх. Сейчас добавим 30 мл растительного масла, натрем цедру одного лимона, и 50 мл лимонного сока. Готовое тесто выливаем в форму. У меня 18 сантиметров. Кому нужны другие размеры, коэффициент перерасчета смотрите в описании под видео. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. При выпекании духовку не открываем. По истечении времени готовность проверяем деревянной шпажкой. Бисквит нужно охладить. Подрумяненные края обрежем ножом или почистим теркой. Разрежем на 3 коржа. Приготовим лимонный курт. В кастрюлю поместим одно яйцо и 1 желток, 50 граммов сахара, 10 граммов лимонной цедры, 10 граммов кукурузного крахмала. Все перемешаем до однородного состояния. И добавим 100 мл лимонного сока. Далее поставим на огонь и варим до загустения. В миску поместим 50 граммов сливочного масла, 50 граммов белого шоколада. Туда же добавим горячий курт. Желательно его протереть через сито. Все перемешаем. Наш лимонный курт готов. Займемся кремом. 500 граммов отвешенной сметаны, 10 грамм ванильного сахара, немного взобьем и добавим 100 граммов сахара или сахарной пудры. Все, крем готов. Можем собирать торт. Первый коржик пропитываем молоком или сахарным сиропом. Далее слой крема. Также сделаем из крема бортик. И в центр поместим лимонный курт. Снова слой крема. Бисквитный корж, ну и так далее. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник от 2 до 12 часов. Приготовим крем для покрытия торта. 100 граммов мягкого сливочного масла нужно взбить до пышного состояния.
Добавим к нему 200 граммов сливочного сыра и 1-2 столовые ложки сахарной пудры. Все это перемешаем до однородного состояния. Можно добавить 1-2 столовые ложки лимонного курда. Этим кремом мы покроем наш торт. Вначале наносится тонкий черновой слой. Ну а сейчас украсим торт. Бока и верх я покрыла кокосовой стружкой. Друзья, это очень вкусный торт. Я вам всем советую его приготовить. Также ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем пока! Всем привет! Это изысканный, невероятно вкусный торт с яркой апельсиновой ноткой. К тому же готовится он просто из доступных ингредиентов. Этот торт подарит наслаждение каждому, кто его попробует. Понадобится 3 яйца категории С1, в которых нужно отделить белки от желтков. Белки взбиваются лучше с небольшой щепоткой соли. Как только начнет формироваться пена, добавим частями 80 граммов сахара. Взбивайте до устойчивых пиков. Белки должны сохранять форму, но не быть сухими. Далее введем яичные желтки и продолжим взбивание. При поднятии венчиков тесто не должно сразу растекаться по поверхности, а оставлять видимый след. Добавим 20 граммов какао и 40 граммов муки. Сухие ингредиенты нужно вводить частями, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх, как бы приподнимая тесто. Готовое тесто перелейте в форму и разровняйте. Диаметр моей формы 18 сантиметров, дно я простелила бумагой для выпечки. Выпекать бисквит нужно в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Первые 20 минут духовку не открывайте, чтобы бисквит не опал. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Оставьте бисквит в форме на 10 минут. Затем аккуратно извлеките и остудите на решетке. Разрезать готовый бисквит нужно только после полного его остывания. Приготовим апельсиновый курт. Нам понадобится апельсиновая цедра и апельсиновый сок.
В небольшой кастрюльке, желательно с толстым дном, смешаем 1 яйцо и 1 желток, 50 граммов сахара, 10 граммов кукурузного крахмала, 10 граммов апельсиновой цедры, все это перемешаем венчиком до однородного состояния, чтобы не было комочков. И добавим 100 мл апельсинового сока. Варить нужно постоянно помешивая до загустения. Курт готов, когда он похож на густой заварной крем. Отдельно в миске соединим 50 граммов сливочного масла, 50 граммов белого шоколада и апельсиновый курт, протертый через сито. После чего накроем пленкой в контакт и дадим ему остыть. А тем временем займемся приготовлением крема. 500 граммов отвешенной сметаны жирностью 30%, которую можно заменить на 250 граммов сливок и 250 граммов сыра маскарпоне. Далее ванильный сахар 10 граммов и 100 граммов сахарной пудры. Все это взобьем. И добавим 30 граммов какао, аккуратно все перемешав. Остывший бисквит разрежем на 3 слоя. Ну и также срежем шапочку, если в этом есть необходимость. Соберем торт. Слой бисквита обильно пропитаем апельсиновым соком. Далее нанесем слой крема. Сделаем бортик из крема. И в центр поместим апельсиновый курт. При охлаждении он хорошенько застынет. Торт я накрываю пленкой и ставлю в холодильник от 2 до 12 часов. В оставшийся крем я добавила 80 граммов растопленного шоколада и покрыла им верх и бока торта. Сделать украшения для торта вы можете на ваш вкус. Нарисовав кондитерским мешком узоры, используя цукаты, также можно добавить 1-2 дольки свежего апельсина с листьями мяты для акцента, посыпать бока орехами или крошкой. Друзья, это очень вкусный торт, поэтому обязательно приготовьте, не пожалеете.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вкусный кокосовый торт. Нам понадобится 4 яйца категории С1, в которых нужно отделить белки от желтков. К яичным белкам добавим щепотку соли и взобьем до легкой пышной пены. Введем 100 граммов сахара. Сахар нужно добавлять частями и взбивать до полного его растворения. До таких мягких, но устойчивых пиков. К взбитым белкам по одному добавим яичные желтки. Сейчас можно вводить муку. Понадобится 100 граммов. Муку добавляйте небольшими порциями, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх. Далее добавим 30 граммов растопленного сливочного масла и 50 миллилитров молока. Также все аккуратно перемешаем. 30 граммов кокосовой стружки. Готовое тесто выкладываем в форму диаметром 18 сантиметров. И выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Пройдемся лопаткой по краям бисквита и извлечем его из формы. Снимем бумагу и оставим охлаждаться. Приготовим миндальную начинку. Понадобится 100 граммов миндаля, который нужно обжарить на сковороде до слегка золотистого цвета. Далее измельчим его в крошку. Можно порубить ножом или в блендере, как я. Также понадобится вафельный корж 30 граммов, с которого также мы сделаем крошку. В миске соединим орехи, вафельную крошку и отдельно растворим 100 граммов белого шоколада и 30 миллилитров горячих сливок. После того, как шоколад полностью растворился, добавим к нему 30 граммов растопленного сливочного масла. И всю эту смесь введем в вафельно-ореховую крошку. После чего ее следует поставить в холодильник до застывания. Застывшую крошку я еще раз измельчила в блендере. Приготовим крем. Нужно взбить до пышного состояния сметану с сахаром, либо сливки с маскарпоне. Сахара, а еще лучше сахарной пудры, понадобится 80-100 граммов, а также ванильный сахар. Бисквит остыл. Разрежем его на 3 коржа.
Все готово, можно собирать торт. Каждый корж я пропитываю молоком. Далее наношу слой крема. Делаю бортик из крема. И в центр выкладываю начинку. Покрываю это все еще слоем крема. Далее корж. И так далее. После сборки торт нужно поставить в холодильник от 2 до 6 или даже 12 часов. Далее я снимаю пленку, наношу тонкий черновой слой крема. Еще один слой. Украшаю торт кокосовой стружкой. Сверху кладу 2 конфеты Рафаэлло. Все, друзья, торт готов. Можете пробовать. Надеюсь, вам понравится. Всем пока!